Ням-ням-ням. Всем привет, уважаемые зрители моего канала, с вами снова Solid, и проводя инвентаризацию в гараже у моего оператора Сереги, я нашел сию коробку, которую прислал мой подписчик Арунас, прямиком из Латвии, но есть один момент, он мне ее прислал в 2022 году. Ну, извини, Арунас, такое у меня бывает, зато настоялось. Внутри, это удивительно, находится паёк Латвии и европейские памятные ништяки. Вот такие брелочки, железные, тяжелые. Это что? Волосяные заколки. И вот такой красивый флажок. Но это не главное. Пока паёк настаивался, латвийская оборонная промышленность не стояла на месте. Выпустила новый образец. Как отличается. Вот сегодня мы и сравним, что они нового добавили, насколько это качественно сделано, и вообще проведем анализ. Но прежде чем мы перейдем к трапезе, я хочу поблагодарить прежде всего каждого из вас, уважаемые мои подписчики и зрители. Спасибо вам огромное за то, что вы ставите пальцы вверх, за то, что вы вводите видео в тренды, за то, что пишете комментарии, за то, что поддерживаете наш канал и обходите все эти замедления Ютуба. Вы даже не представляете, как вы помогаете каналу и как мы нуждаемся в вашей поддержке. Ребят, спасибо большое, поэтому я решил разыграть еще два вот этих современных пайка, не настоявшихся, среди вас, уважаемые зрители. Все как всегда, вы ставите палец вверх, пишите любой позитивный комментарий, я выбираю двоих победителей на следующем ролике. Дерзайте! Конечно, эти пайки не такие калорийные, как вот этот, я выбрал самый жир. Тут свининка. Так, все, начинаем. Во-первых, я обосрался. Это пайки не Латвии, а Литвы. Я их все время путаю. Чего вы мне не сказали? Во-вторых, как вы успели заметить, абсолютно разный подход к упаковкам. Здесь старый, но очень надежный, компактный полиэтиленовый пакет. Вот зачем? Когда можно сделать вот так. Вот, будет то же самое. Зачем тратить лишний раз деньги, чтобы изобретать огромный пакет, как у Великобритании? У них суточный паёк, у вас-то разовый, зачем вы это делаете? И ведь дело даже не в размере, качество упало. Ну, какой-то неказистый весь такой, ну, пакет такой, знаете, гражданский. Здесь видно, что прям военный, его хрен порвешь, он не шуршит, можно ночью спокойно хомячить. А тут нет, тут уже незаметным не пролезешь. Ребят, каждый раз одно и то же. 8 марта приближается, а я, как обычно, с подарком еще не определился. Ну, не носки же дарить в ответ на всю ту заботу и поддержку, которую нам даруют мамы, жены, подруги и сестры. Хочется подарить что-то необычное, полезное и красивое. И я такой подарок нашел. Набор сока чая от Be Fruit Bee. Это не просто чай, он пропитан соком свежего имбиря или ананаса. Гляньте, какая штука. Внутри такой коробки 4 банки с разными вкусами. И что самое удивительное, здесь вкус такой же, как и аромат. Яркий и насыщенный. Причем не я один так думаю. Он уже признан на международных выставках. В 2023 году как самый инновационный напиток на дубайской Галфуд. В 2024 году вошел в список лучших на парижской Сиал. А в 2025 получил золотую медаль за инновационность на московской Продэкспо. И все эти регалии достаются за счет уникальных технологий. Не просто же так его назвали сокочай. Смотрите сами, производство находится во Вьетнаме. С местных плантаций чайные листья и свежий горный имбирь привозят на фабрику, и там он проходит спецподготовку. Его чистят вручную, нарезают слайсами и смешивают с чайными листьями, чтобы те пропитались соком. Затем все раздельно сушат и упаковывают для отправки в Россию. Также поступают и с ананасами. Привозят с плантации, чистят, нарезают, смешивают и сушат. В России к основе добавляют ягоды, фрукты и травы, фасуют по банкам, и на выходе получается вот такой подарочный набор к праздникам. Главное правильно заварить. 2 ложки на 600 мл кипятка 15 минут, и у вас не просто чай, а целый ритуал для уютных вечеров. Если вы еще думаете над идеальным подарком на 8 марта, то вот он. Тепло, забота, натуральный вкус. Купить по отдельности можно в Перекрестке, Азбуке Вкуса, Ленте, Метро, Гиперглобусе и Вкусвилле. А такой набор доступен только на маркетплейсах Озон и Wildberries. Литовский РП, конечно, интересный, но в качестве подарка на 8 марта
Ну вы поняли, лучше взять сокочай. И кстати, я такой набор жене и племяннице уже купил. Ссылочка есть в описании, а мы возвращаемся к обзору. Так, разложили мы красоту, давайте по порядку и очень коротко. Все-таки Европа пошла в сторону упрощения ИРП. Это на самом деле странно, потому что, допустим, вот в этом пайке, в новом, отсутствует любой разогреватель. Здесь есть беспламенный специальный, пламенный есть, таганок специальный в бумажном конвертике. Обратите внимание, какое качество, да? Он, конечно, не такой, как у французов, это все хрень, но тем не менее он есть. Насчет основных блюд. Если в старой версии у нас есть картонная коробочка, вот такой прекрасный пакет 240 грамм, то здесь никакой коробки нет, но зато 300-граммовая версия. Это хорошо. Далее, почему-то в новой версии отсутствуют галеты. В старой были галетки СУ-1. Еще отличие — это пакеты с мелочевкой. Если раньше их существовало почему-то 2, сам не знаю зачем, в маленьком находится ложка, таблетки для разогрева пищи, сахар и жвачка. В более большом находятся вкусняхи, спички и всякая остальная требуха, то здесь сделали все проще. Один большой пакет, и в нем все остальное. То же самое. Салфетки, ложки, какие-то сыпучки, 2 пакетика с сахарным песком, жвачка, соль, кофе и быстрорастворимый напиток. И, на мой взгляд, в новом пайке сделано гораздо грамотнее. Но давайте начнем со старого. Как мы знаем, зимой беспламенный разогреватель не особо жаждет запускаться, поэтому есть небольшой лайфхак. Если налить теплую воду, то реакция запустится мгновенно. И пока блюдо греется, коротенько полезная информация. На площади, сопоставимой с нашим Ставропольским краем, живут примерно 3 миллиона 700 тысяч человек. Граничит с Белоруссией, Латвией, Польшей и Россией, при этом состоит в НАТО. А ведь когда-то Литва была в составе СССР. Сейчас же это скромная страна со средней зарплатой примерно 2000 евро в месяц. Много это или мало, можно узнать, исходя из цен на продукты питания. Численность армии всего 26 тысяч человек, но военный бюджет в 2024 году составил 2,5 миллиарда евро. На самом деле это не очень много. Теперь давайте наконец переходить к трапезе. Примерно так выглядит обед литовского солдата. Давайте начнем, как всегда, с основного блюда, которое выглядит, к слову, согласитесь, непрезентабельно. Это тот редкий случай, когда я могу ругать смело европейскую кухню. Какая-то непонятная огромная котлета. Да, здесь много вроде как и мяса. Но структуры мяса, вот именно волокон, здесь не видно. Это даже не фарш, это какой-то зажаренный паштет. А еще более непонятное вот этот полимер. Из знакомого только морковь. Тушеночный аромат. Вместе как будто бы с макаронами. Давайте начнем с полимера. Прям берем кусок. Второй. Очень большая рисина. Одна. Это рис. Рис? Да, рис. Вот пример, как не надо готовить рис. Прикольно. И вот так котлеткой. Ну-ка. Пошла мякоть. Свининка. Но не жирная, к сожалению. Видите, тут вроде как есть бульончик, а сама котлета сухая внутри. Все. И конец. Вплоть до того, что возникает мысль, что она не настоящая. Вот как молекулярная кухня, знаете, вот из молекул что-то там делают, как будто вот свинину жалко резать и искусственно делают. Вот примерно так, современные. Муравьев? Да из чего угодно, да. А ты с самого начала здесь был? А в целом очень симпатичное, гармоничное, без резких вкусовых данных блюдо. Вот говорю, как дома приготовили. Но выглядит ужасно. Поэтому по баллам ставлю 5 из 10. Все-таки блюдо должно быть более презентабельным, чтобы его хотя бы съесть можно было. Захотеть. А еще чуть-чуть. Свининку обожаю. Ничего, я смотрю, у тебя получается. Нормально.
пошло теперь. Даже галеты не понадобились. Ну, кстати, насчет них, это отдельный разговор. Слава богу, что они от них отказались, потому что, видать, были случаи сломления зубов об это. Кауабанга! Не, ни хрена, я уже старый. Ну, кстати, вот в чай, если окунуть ее, то, может быть, что-то получится. Вот. Мне блюдечко принести под чай. Дед. Мы с тобой договорились, что ты этого говорить не будешь. Извините. Ну-ка. Блин. Полнейшая невкусная хрень, по баллам ставлю 2, но я понимаю, почему они здесь находятся. Раньше были консервные банки, и это еще с тех времен, когда обычные галеты ломались под воздействием металла, друг об друга терлись, и все это. Это хрен сломаешь, это надежно. Ну что ты? Что ты страдаешь? Не пойму. Я не страдаю, получаю удовольствие. Насчет чая. Первый раз такое вижу. Невозможно определить по бирке, что за фирма. И это хорошо, пусть солдат не знает, что пьет. Но по вкусу крайне дешевый и отдает травами. Немного противный. Ой, ромашка какая-то. Я тебе как раз для потенции нормально. Сука ты, блядь. Сука, ты можешь как-то по-другому, чтобы я хотя бы парировать мог тебе, падла? Следующая вкусняшка у нас это джем. Вот он точно подошел с 2022 года. Опять же, непрезентабельно. Ребята, извините, я не специально. Если кто ест, приятного аппетита. Я вместе с вами же. Ну, с мясом. Да не, вкусно, нормально. Не все так просто, господа. Почему он так выглядит? Не потому, что он просрочился. Нет. Потому что он натуральный. Это даже не джем. Это как у бабушки варенье. Причем не просто где-то из глубины банки, а вот по краешку, то, что чуть-чуть подсохло. В этом есть свой смак. Потому что оно не такое жидкое, есть что пожевать. Блин, жалко, мяса здесь нет. Десятка. Следующая вкусняшка – это орехи. Ну, куда ж без них-то европейцам? Это же полезная пища. Она должна быть вообще в каждом разовом пайке. Потому что после обеда похрустеть, если ты его, допустим, не доел, то это замечательная закуска. Погнали. Белки нету. Почему-то с отголосками яблочных семян. Не очень качественный. 4. Также традиционной вкусняшкой в европейских пайках является шоколад. Ну, у нас несравнимо круче. У нас солдат, вдумайтесь, ест офицерский шоколад. Ай. Он настолько продуман и настолько насыщен всеми дополнительными микроэлементами, вот этими шоколадными структурами, что ни один вот этот шоколад, он даже, видите, побелел. Все. Наш шоколад не белеет. Это на два укуса. Поймите правильно, мне шоколад вообще, в принципе, любой нравится. Ну, результат на лице. Но вот этот первый европейский шоколад, который я есть не смог. Да? Осадок такой, вообще не молочный, очень горький, специфический шоколад на большого, на такого больше меня. Меня может спасти только европейский изотоник. Вот тут они научились. По химии им 5. Ну-ка. Угу. Такое ощущение, как будто пью соду. По цвету потрясающе, красиво. А на вкус вот кислая вода. Даже не сахаром. А самое страшное это запах. Потому что, не дай бог, ты вот глотнешь и одновременно нюхнешь. Хлоркой пахнет, понимаете? Вот химоза такая. Вот можно раковиной этим мыть. А серьезно. О, ну, кол. Подожди, мне кажется, запах все-таки от шапки. Уйди отсюда. Ну да, точно. Какой Кстати, шапки? Пора менять уже. Че, балдел, что ли? Какая, не трогай мою шапочку. И завершающая вкусняшка – это жвачка. Их тут 2, и они голубые. Погнали. Она даже не жуется, она разломалась и отделилась друг от друга, и все, и они ушли. А как конфета больше, я ее проглотил.
Ну а перед тем, как переходить ко второму пайку, жена мне только что прислала в лес вот такой сочный, аппетитный, горячий стейк из красной рыбы. Что самое классное, на готовку ушло всего 20 минут и один прибор. Топ среди аэрогрилей. Дэмиан. Он заменяет гриль, духовку, микроволновку и даже фритюрницу. Ведь благодаря технологии Fast Hot Air горячий воздух внутри циркулирует на все 360 градусов. Так что блюда получаются хрустящие снаружи, нежные внутри, и все это без масла. Рецепт прост. Солим и перчим рыбку по вкусу, ставим в аэрогриль и можно заниматься своими делами. Двойной нагрев и автоматическая подача пара сделают все сами. Ничего переворачивать не нужно, а времени на готовку уходит гораздо меньше. А самое приятное, мыть ничего не нужно. Можно использовать пергамент или фольгу. А если кулинария все же потребовала жертв с антипригарного покрытия, все отмывается в 2 счета. Дэмиан не только заменит кучу техники и сделает процесс готовки простым и удобным, но и будет радовать глаз на кухне. Так что переходите по ссылке в описании, чтобы заказать себе такой же, и подписывайтесь на Дэмиан в Telegram, чтобы узнать больше новых рецептов для этой чудо-печки. А мы продолжаем. Наконец-то. Отдай! Отдай! Переходим к пайку новой версии. Стоит один такой пакетик 5200 рублей. Вот за это! Я понимаю, что это ценник только в России. На родине у себя он стоит гораздо дешевле. Очень понравилась его компактность. Убрали все лишнее и даже важное, поэтому разогреваем блюдо в водяной бане. В принципе, по структуре он точно такой же, как и предыдущий. Тоже 2 напитка, одно основное блюдо, куча вкуснях. Есть одна алкогольная салфетка уже, там была ни хрена не алкогольная, причем она больше, это хорошо. Тут вообще всего больше. А вообще... Чё? Алкоголь фри... она безалкогольная, наоборот. Насчет основного блюда. Я сейчас наберусь наглости и попрошу вас отдельно поставить за это лайк, потому что мы четенько подобрали меню. Там была свинина с рисом, и здесь то же самое. Только здесь по-индонезийски. Но больше похоже на узбекский плов. Здесь уже рис рассыпчатый, здесь гораздо меньше мяса. Буквально 1 или 2 кусочка, не больше. Огромное количество перца, гороха и томатной смазочки. Погнали. Я прям чувствую, Индонезия пошла, она острая. О-о-о. Вот это просто не жевать и сразу глотать, то оно не острое. Согревающее состояние. Ну, такое уже полуамериканское, вот в ту сторону. У них тоже пахнет так же блюдо. Ну, так как у них рядом Мексика, там они тоже любят поострее, а тут в другую сторону. Сплошная гармония, приятная остринка, не надо ничего солить. Но есть один важный для меня момент. Почему только пару кусочков мяса? Ну неужели нельзя было, ну чуть-чуть побольше, чтобы я тут поковырялся, чтобы пожевать эту свининку, ощутить ее? Ну где же она? Один рис? Ты не вкусен, ты все равно глотаешь. Ой, как смертная казнь-то нужна. Это невозможно оценить по-другому, естественно, 10 баллов. Да. Недостаток мяса в предыдущем блюде компенсируется колбасочкой. Сразу говорю, что это редкость в пайках. Кому встречается, тому очень везет. У нас такого вообще нет. После острова сложно определять. Но, во-первых, отдает приятной сладостью. Угу. Как они это делают? У нас, к сожалению, нету подобного аналога даже в гражданских магазинах. Я искал, честно. Ближайший родственник — это в американской гражданской кухне есть вот такие штуковины. Они очень необычные, непривычные для нас, но очень собака вкусные. Сладкая говядина, ни с чем не спутаешь. Немного перченые и соленые, это естественно. Но вкус заоблачный. 10. Ох, такого я еще не видел. Знаете, как называется сие чудо? Я сам не знаю. Фруктовый оладий. 1. В основе цельнозерновая овсянка и изюм. Очень легко ломается. Ну-ка. И рыхлое, как твое тело. О, покажи. Ты не будешь кидаться?
Нам вкусный очень. Передумал, да, ну правильно. Уже все сидят, все сидят. Бросил. Ай, плечо. Я такой первый раз ем. Оно выглядит, да, я согласен, не очень. И, скорее всего, вы подумали, что это скучный, постный, безвкусный продукт. Но поверьте, это далеко не так. Это какое-то сумасшествие. Очень сладкий, насыщенный вкус овсянки, при этом с добавлением корицы. Это как американский пирог, вот как они готовят, любят. Та же самая, обалдеть. Ведь ты знаешь, наверное, нам нужно поехать в Америку. Почему? А там тебя разнесет быстрее. Мне и здесь неплохо расхуяло. Блин, поистине это самое калорийное блюдо здесь. Конечно, десятка, только мало. Даже запить ничем не охота. Но все равно у нас напитки есть, и чтобы это адекватно как-то разделить друг от друга, давайте это запьем очередным химозным изотоником, который выглядит следующим образом. Тут уже другой цвет, и рассчитан он опять же на больше. Если предыдущий, в принципе, на стаканчик это уже было для него много, он был безвкусный, то здесь, извините меня, на 400 миллилитров. Это почти что фляга. Погнали. О! Мощная штука. Приторно-ягодно противная аж. Но зато по вкусовым данным гораздо веселее, чем предыдущий. Потому что здесь не ощущается этого противного запаха. Здесь все-таки он фруктовый, наконец. Он не настоящий, да, я согласен, но хотя бы приятно пахнет, черт возьми. И по вкусу более-менее адекватно. Черная смородина, что может быть лучше? Ты давай, не ври. Я не вру. Запах от шапки ощущается прилично. Как в тебя кинуть-то чем-то, я не знаю. Тебе тут все жалко. Десятка. Без остановок двигаемся дальше. Следующее усовершенствованное блюдо — орехи, и уже с изюмом. Причем это уже ассорти. Причем есть орехи, которые я даже не знаю, вот что это за чеснок. Всего дофига. И это хорошо, потому что в предыдущем такого даже близко не было. Выбора нет. А тут дали. Ой, вот этот большой ломтик, он какой-то невкусный. Ой. Он мягкий, да, нет вопросов, но он невкусный. Да, давай дальше. Очень хороший грецкий орех. В остальном я не понимаю, поэтому берем горсть и, я не знаю, мне отлично заходит. Не, поймите правильно, я не докапываюсь. Все отлично, улучшили, но не дожарили все. Вот все, что тут есть, видите, они такие белесые. Наверное, это для того, чтобы было меньше масла, то бишь холестерин какого-то лишнего, чего организму не надо. Они же там все парятся об этом, типа спортивная еда, все дела. Солдаты должны быть мощные. Ешь давай. Но. За такой подход 8 из 10. Вот здесь уже хочется чем-то запить. И у нас опять же есть для этого напиток. Называется кофе. Выглядит следующим образом. Добавили 2 пакетика сахара. Причем, я не знаю, для чего 2. Там сахара почти не было. Можно было смело 1 пакетик оставить. Тоже, кстати, экономия, чего бы нет. Погнали. Ой, говно. Ой, отвратно какая-то. Значит, загниваем пальцы. Вкус очень пережженный, противный. Второе, сахар не помог. Я его размешал, толку от этого нет. Кофе все равно горький. Перемешал, на дне нет, я, не отвлекай меня. 0. Да мешал я. Кстати, вот эти 2 жвачки теперь не голубые, а зеленые. Демократия. Ты не мешал. Я спорить не буду, Сергей. Мешал и не... Ты мне сейчас мешаешь. Очень сильно. Вот сейчас прям вот Это зло. целый обзор. Вот это сила. Посмотрите на этого Геракакла. Нет, хохма-то хохма, ну... На эту жировую аномалию. Это подожди ты. Она встает. Стой. Нет, ты это сейчас не до смеха, кстати, было. Ты вот зря сейчас это... Ну а теперь традиционный вердикт. Во-первых, спасибо Арунусу за такой подгон и ништяки.
Во-вторых, старую версию пайка мы уже как-то пробовали еще в далеком 2017 году. И он, в принципе, был точно такой же. Но стабильность зашаталась после увеличения бюджета армии Литвы в 2024 году. И в результате они создали новую версию. Да, решение с пакетом спорное. Да, нет разогревателей, но... они смогли улучшить самое главное – качество, количество и разнообразие еды. Таких пакетов они выпускали как минимум на 24 меню, как у американцев, а до этого у них было всего 10 менюшек, поэтому улучшение есть. Понравилась ложка, по сравнению со старой она куда больше, глубже и крепче. Салфетка тоже побольше и получше, а еще она не воняет лимоном. Основное блюдо – мое почтение. И главная фишка – вяленое мясо и кондитерские ништяки на смену надоедливым старым галетам. В общем, надо признать, молодцы. Вот, как-то так. Ребят, еще раз спасибо за то, что смотрите наши ролики. Не забывайте про пальцы вверх, про подписку на канал, оставьте комментарий. Нам и алгоритмам Ютуба это очень и очень важно. Отдельный респект всем тем, кто поддерживает канал на Бусти. Там выходят ролики чуть раньше, чем на основном канале, и они без рекламы. Все, ждем весны и оттепели. Всем удачки, всем пока!